старые давние времена, когда Россией правил царь, а столицей государства была Москва, люди делились на сословия. Крестьяне пахали землю и добывали сырье, необходимое для производства. Мещане занимались ремеслом и торговлей, производя и обеспечивая страну необходимым товаром. Клирики молились, а дворяне служили царю. Все сословия были замкнуты и передавались по наследству. Дворянское сословие было самым малочисленным, но самым важным в государстве, потому что от них зависела безопасность граждан. Уже в XVI веке дворяне начали бороться за свою идентичность, за отделение от других, менее родовитых фамилий. Была составлена специальная книга, куда были записаны истории всех великих дворянских родов. Книга эта называлась «Государев родословец». Впоследствии дворяне укоряли те дворянские семьи, которые не записались в «Государев родословец». Отсутствие в книге тех или иных родов служило основанием для обвинения в худом происхождении. В XVII веке, ближе к Петровской эпохе, был создан новый реестр именитых дворянских фамилий, куда вошли истории и других семей, уже проявивших себя при царском дворе. Этот документ назывался «Бархатной книгой». При Петре I были созданы более удобные условия для получения дворянства представителям иных сословий. И к началу XIX века в дворянском обществе снова появилось устойчивое мнение, что настоящие дворяне – это те, предки которых уже давно были в этом звании, а точнее до Петра, когда бытовало столбцовое делопроизводство. Поэтому их называли столбовыми дворянами. Соответственно, все дворяне, ставшие таковыми после Петра, столбовыми дворянами не считались. Итак, какие знаменитые люди в российском обществе XIX века были из столбовых дворян? И в первую очередь это Пушкин. Род Александра Сергеевича восходит к знаменитому роду Радши. Наиболее известным из них является Гаврила Алексич, сподвижник князя Александра Невского. Ветвь этого рода от Григория Александровича Пушки сильно размножилась в XV веке и потеряла свое преимущество при дворе. Однако при Иване Грозном и в смутное время этот род стал снова завоевывать более высокие позиции. Другим представителем столбового дворянства в России начала XIX века был Михаил Илларионович Кутузов, тот самый, который победил Наполеона. Род Кутузовых записан и в «Государев родословец», и в «Бархатную книгу». Согласно родословной легенде, род происходит от немца Гаврилы, который приехал в Россию и поступил на службу к Александру Невскому. Свою фамилию Кутузовы получили от Федора Кутуза, который жил примерно в конце XIV – начале XV веков и был женат на дочери боярина Константина Зернова. Однако в XVI веке они теряют свои позиции и до XVIII века не занимают высоких чинов. Михаил Илларионович происходит от ветви Голенищевых-Кутузовых, которая пошла от брата Федора Кутуза Ананьи. В дворянских списках они в XVII веке писались как Голенищевы, но к моменту составления «Бархатной книги» прибавили к существующей фамилии вторую – Кутузовы, чтобы иметь отношение к боярскому роду. Из столбовых дворян был также знаменитый московский губернатор Федор Васильевич Растопчин, которого обвиняют в поджоге Москвы в 1812 году. Род его не внесен ни в «Государев родословец», ни в «Бархатную книгу». Согласно родословной легенде, он происходит от крымского выходца Михаила Растопча, который поступил на службу московскому князю в XV веке. Представители этого рода встречаются в дворовой тетради, памятнике середины XVI века, в перечне детей боярских городов Клина и Белой. В XVII веке Растопчины становятся в ряды московского, то есть столичного дворянства, приобретая статус элиты. Кроме указанных лиц, к столбовым дворянам относились также и писатели Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев,
Алексей Феофилактович Писемский, композиторы Сергей Иванович Танеев, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсак. К столбовым дворянам принадлежали даже активные деятели большевистской верхушки, например, маршал Тухачевский или наркомендел Чичерин. В старые давние времена служить царю, которого все уважали и воздавали почести, было весьма достойно. 20 век уничтожил дворянство как класс и как идеал для подражания. В Советском Союзе орудием против дворянской спеси был социализм, не признающий неравенства. А в западных странах дворян убил капитализм, который уже в XVI-XVII веках смеялся над Дон Кихотом.